Официальный старт сезона хаджа 2010 года дан 29 марта этого года, когда было подписано межправительственное соглашение между Саудовской Аравией и Российской Федерацией, и заключением еще 4 соглашений с уполномоченными агентствами Саудовской Аравии, которые занимаются организационными вопросами транспортного обслуживания, размещения и так далее. Это многостраничный документ, который регламентирует весь комплекс организационных вопросов, определил российскую квоту, это 20 500 человек. Россия входит, пожалуй, в десятку крупнейших хадж-держав мира. Мы исходим из того, что 20 500 человек, оно не вполне соответствует, может быть, я бы так выразился, не только стремлением мусульман выехать на хадж, но и реально сложившейся численности мусульман, которая вот за это время, наверное, все же увеличилась, и мы рассчитываем с будущего года, с учетом завершившейся переписи, ставить вопрос уже не об увеличении квоты, а о приведении в соответствие той квоты, которая выделяется сегодня Российской Федерацией, в последующем будет выделяться, той численности населения, проживающих в мусульманских регионах России, которые нам, наверное, позволят немножко снять напряжение среди желающих совершить хадж. Сегодня это напряжение есть. Итак, 20 500 человек были распределены между ведущими регионами России, откуда традиционно выезжали паломники. Это Дагестан, 8 000 человек. Это 3 000 человек Совет муфтиев России. Это 3 000 человек Чеченская республика. Это Центральное духовное управление мусульман, 2000 человек, и 2000 человек Республика Татарстан. Координационный центр мусульман Северного Кавказа – это 1000 человек, и Республика Ингушетия – 1500. Вот мы вынуждены были в этом году пойти на то, чтобы практически не оставить никакого резерва, и в июне месяце, это 4 июня, распределить всю эту квоту. Значит, за это время было проведено 4 совещания за полгода и один очень большой крупный международный семинар по хаджу в Казани. В течение всего этого времени мы, с одной стороны, учитывали достаточно хорошую организацию хаджа в прошлом году, когда российская хадж-миссия была признана саудовскими властями одной из лучших. С другой стороны, подвергли очень такому предметному и откровенному анализу те недоработки, которые были, и, исходя из этого, постарались выстроить всю нашу работу. Было определено 8 компаний-операторов, которые должны были реализовать эту квоту уже в организационно-технологическом режиме. На сегодняшний день, наверное, для того, чтобы завершить статистику, я приведу следующие цифры. Сформирована российская хадж-миссия в количестве 200 человек. Часть из представителей штаба уже находится в Саудовской Аравии. Очень тщательно подошли к вопросу организации пересечения границ транзитных государств. На каждой границе по 2 представителя штаба российской хадж-миссии. Всего их 13 человек, 13 человек. Значит, каждый со знанием языков соответствующей страны. Мы рассчитываем, что в этом году все же то напряжение, которое возникло на азербайджанско-иранской границе, удастся избежать. И, значит, большая часть, половина паломников, которые следуют наземным транспортом, уже пересекли
пересекли границу. Это было одно из самых слабых мест по прошлому году. Значит, группы сопровождает 50 врачей. Это помимо тех, которые в качестве паломников выезжают, и количество может быть гораздо больше. Я говорю о тех врачах, которые уполномочены и на которых возложена обязанность оказывать необходимую медицинскую помощь. Значит, особенностью хаджа этого года я бы отметил очень большую благотворительную составляющую. 2600 путевок выделено, значит, сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Порядка 800 путевок выделено главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Это составило порядка 3400 человек, которые, наверное, статистическая обработка данных еще подлежит после завершения хаджа, но которые, наверное, преимущественно впервые выезжают в хадж, поскольку это люди из социально незащищенных семей. Квоты и конкретное распределение происходило в мечетях, публично, открыто. Люди в ходе такой лотереи, скажем, примитивно вытаскивали этот золотой билетик. И я думаю, что это тоже один из тех элементов, которые нужно в последующем поощрять, поскольку очень важно, чтобы консолидирующий и большой духовный потенциал хаджа мог быть раскрыт в полной мере. И люди должны со светлым чувством выезжать в хадж, зная, что и распределение вот этих путевок было совершено справедливо, открыто, честно и прозрачно. Без серых схем. Без серых схем. Значит, есть дополнительные интересные статистические данные, связанные с тем, что на сегодняшний день паломники представляют 42 региона Российской Федерации. Это цифра, которой мы тоже радуемся, потому что в ходе вот этих совещаний, о которых я упоминал, одна из тех задач, которая была поставлена, это все же изменить соотношение между паломниками, которые выезжают из кавказских регионов, и всей остальной частью России. Я думаю, что очень хорошие признаки того, что духовное управление мусульман, центральная часть, центральное духовное управление, Совет муфтиев в России, наши коллеги из Татарстана в этом году поработали очень хорошо. И если даже по цифрам смотреть, я думаю, что прирост паломников вот из этих регионов составляет порядка 25-30%. Другое приятное, на наш взгляд, приятный показатель заключается, что тоже свидетельствует о хорошей скоординированной работе, это то, что мы впервые изменили соотношение между паломниками, выезжающими наземным путем, и теми, кто использует воздушный транспорт. По прошлому году 12 400 человек – это люди, которые совершили хадж автомобильным транспортом. В этом году динамика прямо противоположная. Только 8200 человек по нашим предварительным оценкам следуют наземным транспортом, а 12 тысяч с хвостиком – это те люди, которые используют либо прямые рейсы в Джидду и Медину, либо используют комбинированный тур, когда они прибывают в Иорданию, а дальше следуют автобусом. И это тоже, на мой взгляд, хороший показатель, потому что даже наши ближайшие соседи, которые, та же Турция, которая гораздо ближе находится к святым местам, в Саудовской Аравии, там практически нет института наземного паломничества. Все летают самолетами. И я верю в то время, когда все же там большим исключением будет, когда паломники будут использовать автомобильный транспорт, потому что это сопряжено с вопросами безопасности, это сложности, это, мы знаем, по
по опыту прошлых лет, когда в силу там эпидемий и других напастей, которые периодически потрясают наш мир, паломники не могли выбраться из Саудовской Аравии, были использованы все государственные средства, МЧС, когда самолетами вывозили этих паломников. На сегодняшний день, скажу вам, на сегодняшний день у нас 42 рейса прямых из аэропортов города Москвы, Махачкалы, Грозного, Беслана, Казани, Уфы, Нижнекамска, Екатеринбурга и Самары. Это порядка 7600 человек вылетает. Комбинированных 29 рейсов. Это в основном из Махачкалы и из Москвы. Это порядка еще 4640 человек. И турецкие авиалинии, и иорданские авиалинии на рейсовых с использованием регулярных рейсов перевозят порядка 2000 человек. Как я сказал, наземным путем выезжает 8260 человек, это примерно 550 транспортных единиц. На сегодняшний день уже вылетело 22 рейса, это значит, около 4000 человек, из них вот 8 рейсов – это рейсы, которые везут паломников по благотворительной программе. Более 5000, как я уже сказал, выехали на автомобильном транспорте. Первые паломники прибыли в Саудовскую Аравию 23 октября из Казани на рейсовых самолетах турецких авиалиний. Мы на сегодня завершили, вчера, это был последний день, когда были выданы последние паспорта паломникам. Представляется, что в этом году вот эта часть работы была организована более качественно. Я хочу, пользуясь случаем, выразить глубокую благодарность руководству посольства Саудовской Аравии и иранскому посольству вот за ту очень благожелательную атмосферу, которую они создали при оформлении документов. Сотрудники посольства работали до часу и до 2 часов для того, чтобы вот, особенно самые горящие рейсы, по Самаре был у нас такой случай, значит, допоздна сидели, выдавали визы и отправляли. Это, однако, не означает, что вот эта вот технологическая цепочка с точки зрения сроков представления документов была нашими туроператорами выдержана. К сожалению, по-прежнему есть вопросы, есть нарекания, есть над чем работать, и мы это все обязательно учтем. Вакцинация. Вакцинация на каком-то этапе вызывала определенную тревогу, связанную с тем, что в некоторые регионы своевременно не были, как нам сигнализировали, доставлены вакцины. Но в последующем эта работа была завершена, ну, по крайней мере, на совещании в Махачкале 15 сентября мы договорились о такой формуле, что не только выдачей справок будет подтверждаться проведение организованной вакцинации, но и в том числе подтверждением санэпиднадзора, что такая вакцинация на самом деле имела место. Потому что, ну, это тоже небольшой секрет, что на бумаге и в прошлые годы все так вроде бы было достаточно пристойно. Фактически многие вакцинацию не проходили, но при этом наличествовала все необходимые справки, потому что с посольством Саудовской Аравии мы договорились, без справки о вакцинации документы представляться не будет. Мне думается, что, наверное, в этом году все же эта работа была организована лучше. Я рассчитываю, что каких-то чрезвычайных случаев заболеваний среди наших паломников не произойдет.